Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте сегодня поговорим о такой классной фирме, о такой классной компании, которая называется BioVary. BioVary это вообще самая классная, по моему мнению, компания, которая делает игры. Вот почему классная, я обосную. Вот эта компания сделала такие игры, как Baldur's Gate, также эта компания сделала Mass Effect, Star Wars, The Old Republic, ну и много-много очень классных игр, очень классных хитов. Вот, но сейчас, конечно, компания немножко подстухла, вот, что не может не печалить, в частности, меня это вообще не то чтобы печалит, это меня вообще огорчает. Вот, огорчает до безумия. Так что вот так вот. Вообще, эта компания BioWare, она довольно-таки старая, я вам скажу. Она была основана в 95 году тремя людьми, вот, которые учились в музыкальном... Ой, в какой нафиг музыкальном? В медицинском учреждении. То есть ребята работали и учились в этом учреждении, и они, короче, делали программное обеспечение на голом энтузиазме, то есть, как бы, ну, для своего учреждения, вот, там типа такие какие-то симуляторы, что ли, блин. Вот, они были талантливые программисты, и вот они, короче, делали такие небольшие мелкие программки в помощь, короче, врачам. Но вообще у них такая была идея, короче, что они хотели создать свою фирму и делать компьютерные игры. Вот, у них это еще в 95-м, это все, короче, даже раньше, получается, они в 95-м уже создали эту компанию, а еще раньше у них вот это вот зародилась, вот это, ух ты, блин, идея. Вот, ну и они, короче, создали фирму, компанию, которая называется BioVary. Вот, по задумке ихней, Bio это был типа человек, Very это интерфейс, ну что-то такое. Короче, вот такие вот мысли были в ихней голове. Вот, как я и говорил, они создали очень много классных игр. Вот, ну давайте немножечко пробежимся по этим играм, но прежде чем пробегаться по этим играм, я вам скажу, что как бы отцы-основатели этой компании, они уже ушли на покой. То есть как бы они не работают в этой фирме, они уже немножко подстригли бабла, уже устали и решили отдыхать, скажем так, от этого игрового процесса. Но в начале своей карьеры, конечно, они очень сильно постарались, очень сделали хороший фундамент для этой компании. Вот. Ну а вот последние, скажем так, смотрим мы релизы этой компании, то, конечно, они не очень. Если не сказать лучше. Не хочу, конечно, материться, вот, но игры не очень. Вот. Взять же тот же Anthem. Anthem, честно говоря, вы знаете, я, короче, поставил эту игру. Она мало того, что она сетевая, эта игра. Игра сетевая, да. Но она еще, блин, такая, ну, короче, не игра, а какая-то несуразица, блин. Вот честное слово, мне вообще не понравилось. Я никогда не видел BioWare, чтобы они делали вот эти вот онлайн-игры. Вот они, видно, хотели там повторить успех таких игр, как там Fortnite или PUBG, или еще что-то такое в этом духе. Но у них просто это не получилось. Это не ихнее. Если, допустим, вы делаете RPG-игры, так делайте дальше. У них всегда получались топовые RPG-игры. Вот возьмите тот же Mass Effect, тот же Baldur's Gate, да это ж вообще ужас какой-то, это ж просто шедевры, шедевры игровой индустрии. Вот чё вы полезли в этот онлайн? Я вот, честно говоря, вы знаете, я вот это вот вообще не понимаю. Ну вот, так что вот так вот. Ну, давайте немножечко пробежимся по этим играм, которые они, значит, делали, ну и делают до сих пор, или пытаются что-то делать, ну или, ну я фиг его знает, чем они занимаются, но, блин, публика требует хорошей классной РПГ в следующем году. Блин, но если вы в следующем году хорошую РПГшку не сделаете, то, блин, это будет очень плохо, очень плохо. Не разочаровывайте меня, пожалуйста. Так, ну, значит, первую игру, которую они фирму основали в 95-м, первую игру они выпустили в 96-м. Первая игра ихняя была, ну, видно, тогда модно было, игра на тему механоидов. Ну, то есть такая консервная банка ходит с ногами, и по бокам у нее два пулемета, и она, короче, стреляет. Они ее выпустили в 96-м году. Это был симулятор механоидов. Так что вот так вот. Честно говоря, вы знаете, даже ролики есть на Ютубе, в Яндекс Видео я смотрел, короче. Ну, вы знаете, для того года неплохая игра, честно говоря. И были игры намного хуже.
короче, было вообще отвратные игры. Но эта игра мне понравилась. Она даже сейчас мне понравилась. Офигеть можно, да? Вот, так что вот так вот. И она была выпущена в 96-м году. Но потом они, короче, взяли небольшой перерыв. Вот, это наша любимая компания, блин. И в 99-м, короче, выстрелили вообще по полной. В 99-м году они, короче, выпустили такой хит, от которого до сих пор все шарахаются. Этот хит называется Baldur's Gate. Baldur's Gate, да-да-да. Блин, когда вышел этот Baldur's Gate, это ж вообще пипец какой-то, просто ужас. 99-й год, ну представляете. В 99-м году я пришел с армии, и тут на меня свалился этот Baldur's Gate. Слушайте, ну это был топ. Это вообще была такая шикарная игра. Играли в нее с упоением вообще. Очень классная игра, классная графика, классный сюжет вообще. Сделано по правилам Dungeons Dragons, блин. А в те года, короче, вот эти правила Dungeons Dragons вообще, блин, были на самом пике своей популярности. Вот, так что Baldur's Gate первый, он был хит. И Baldur's Gate вышел на многих платформах. Вот, он вышел на Windows, на Mac. Ну, потом впоследствии он вышел и на остальных платформах, но уже, наверное, через лет 10, потому что даже через 10 лет Baldur's Gate никого не отпускал. Он, честно говоря, до сих пор никого не отпускает, это вселенная, вот эти все всяческие персонажи, всякие мутанты, истории, боги, воины, там, герои, ну и так далее. Ну и, конечно, красивые девушки, вот. И они, короче, выпустили Baldur's Gate, или кто-то портировал, видно, по лицензии, и на Android еще, и на iOS. Так что вот так вот. Такая хитовая игра была, но она и до сих пор осталась хитовой. Потому что, вы знаете, если бы не эта хитовая игра, сейчас мы не видели бы Baldur's Gate 3. Потому что я вот смотрел, там в Steam, если я не ошибаюсь, продается Baldur's Gate 3, но есть одно небольшое но. Она в ранней разработке. Вот. Но, вы знаете, я запускал. У нас на канале есть такой краткий обзорчик про Baldur's Gate 3. Вы знаете, мне понравилось, вот честно скажу. Если вот так вот откинуть всю ерунду, вот, то, в принципе, игра хорошая. То есть, но она, ну, вы знаете, по моему мнению, она, ну, слишком мрачноватая и кровожадная. Вот. Но, вы знаете, сейчас многие игры грешат этим. То, что они вот такие мрачноватые и кровожадные. Я не знаю, что народ попер вот это вот... Ну, я не знаю, если разработчики делают, то значит это людям нравится. Почему людям это все нравится? Ну, не знаю, короче. Может, сейчас такие времена настали, так что вот так вот. Потом, после успеха в 99 году Baldur's Gate вышла игра МДК 2. Вот, МДК 2, блин, ну это вообще... Вы знаете, игра, ну как вам сказать, она прикольная. Вообще игра, вот, они выпустили МДК 2, после Baldur's Gate как-то вот не воспринимается то, что эту игру выпустила BioWare. Вот серьезно вам говорю. Потому что МДК 2, она такая, знаете, она экшен. То есть там бегаешь, стреляешь, там туда-сюда, там плохой парень, хороший парень, ну и все в таком духе. Там, короче, в этом МДК 2, хотел сказать в Baldur's Gate, нет, в МДК 2. Там, короче, этот самый, как его, там 3 персонажа. То есть там собака. Собака, ну, типа ковбоя, что ли. Ну, у нее нету шляпы, нету вот этой амундиции ковбойской. Вот. Но у нее зато есть 2 крутых пистолета и такая большая-большая сигара. Такая а-ля пропаганда курения. Интересно, сколько им заплатили за это? Вот. Потом там есть чокнутый профессор. Он такой немножко, так у него что-то с крыши не то. Вот. И есть такой супергерой. У него что-то с башкой не то. У него сзади башка вытянутая. Вот. Он, короче, тоже там всех крошит налево-направо. Этот супергерой, он в костюме, естественно, супергеройском. Вот, чем-то похож на Бэтмена. Ну, я имею в виду, костюм похож на Бэтмена. Так что, вот так вот. Я играл в эту игру. Игра прикольная была. Но, вы знаете, я не доиграл в нее. Я как-то поиграл. И это самое, как-то туда-сюда, там... И, короче, переключился на какую-то другую игру, и так ее и не прошел. Ну, не знаю, мне тогда она что-то не зашла, ну, не зацепила. Вот. Вы знаете, надо из любопытства сейчас в 2020 году скачать эту игру. Она наверняка есть где-нибудь. Может быть, она даже продается в Стиме. Надо, кстати, пробить это все безобразие. Вот. И посмотреть эту игру. Ну, почему бы и нет? Я же вот Готику купил. Готику трилогию купил. Ну, вот. Первую Готику, вторую, третью. И плюс мне бонус еще
капнул тизер новой свежей готики. Вот, я так думаю, Piranha Byte в следующем году эту готику запилит, и мы будем просто переться по-черному. Так что вот такая вот игра МДК 2. Но ей надо отдать должное, там дофига экшена, и она, короче, такая красочная относительно, вот. Ну, ладно, на чем она у нас вышла, эта МДК? Ну, естественно, МДК вышла у нас на Windows. Ну и потом впоследствии она вышла на разных приставках, не буду перечислять какие, но скажу одну, нашу самую любимую PlayStation 5. Ой, блин, извините, PlayStation 2 тогда было, и она вышла на PlayStation 2. Вы знаете, с этим PlayStation 5 вообще у всех уже крыша поехала. Вот, так. И что у нас дальше? У нас в 2000 году, вот, в 2000 году, они, короче, наши BioWare разогнались, вообще разогнались по полной, и, короче, выпустили еще выпустили Baldur's Gate 2 Shadow of Amon. Слушайте, но я не играл в эту уже игру, вот честно вам скажу, вот честно говорю, я не играл. Но, вы знаете, я смотрел ролики, и я скажу вам так, игра сделана на том же движке. Вот, на том же движке, что и Baldur's Gate 2. Вот, на том же движке. И я так думаю, она тоже была для своего времени классная. Вот, классная игрулечка была. Вот, и, естественно, ее можно найти на просторах интернета или посмотреть ролики. Вот, и я думаю, если вы фанат хороших таких RPG-шечек, то и поиграйте в Baldur's Gate 2 Shadow of Amon, которая вышла и на Windows, и на Mac OS. Так, ну погнали дальше. Что у нас? Потом 2 года прошло у нас, и BioWare выпустила, точнее выстрелила такой классной игрой, которая называется Neverwinter Night. Боже, сколько я часов провел за этой игрой. Это вообще я вам передать не могу. Это, блин, наверное, полжизни провел за этой игрой. Игра действительно для своего времени была просто отпадная. Она так мне нравилась, игра эта. Там потом, если я не ошибаюсь, еще 3 дополнения к этой игре вышли. Вот, я тоже все 3 дополнения проходил. Блин, а вы знаете, я тут недавно лазил в интернете, вот, и нашел, короче, Neverwinter Night в продаже со всеми дополнениями. И там цена, конечно, смешная была. И мне, честно говоря, захотелось немножко так поностальгировать и купить и поиграть. Ну, может быть, я так и сделаю. Neverwinter Night. Игра, сделанная, как и Baldur's Gate, на правилах Dungeons Dragons. Ну, блин, ну вообще, это был просто топ, это шедевр был, это, вы знаете, это шедевр был с большой буквы. Он вышел на Windows, на macOS и на Linux. Ну вот, так что вот так, 2002 год, BioWare выпускает еще один шедевр, который называется Neverwinter Night. Вот, но, скажем так, нашим BioWare'цам все мало было и мало. Вот нет, чтобы остановиться, хватит выпускать шедевры. Они, короче, схватили этого кота за хвост и давай тянуть, пока у кота все глаза не повылазили. Вот, в 2003 году BioWare выпускает Star Wars Knights of the Republic. Ну, тогда у меня, короче, вообще взорвался мозг. Мало того, что у меня нервишки и так были, блин, вообще расшатанные после Neverwinter Night, но в 2003 году они выпустили Star Wars Knights of the Old Republic. Это было вообще что-то с чем-то. Я в эту игру, короче, этот диск запилил до дыр, блин. Потому что игра, вот эта вот Star Wars, она была вообще потрясающая. Тогда еще был раскручен очень сильно вот этот бренд Star Wars, да. Вот, LucasArts там, короче, вообще большие баблища вкидывала в свою вселенную Star Wars. Там книги, киношки, там всякую фигню, постеры. Вот, и тут выходит вот такая игра Star Wars The Old Republic. Ну и вообще, она, короче, взорвала мозг и взорвала все чарты и, короче, взорвала все компьютеры. Но у меня даже знакомые некоторые из-за этой игры просто обновляли и покупали новые компьютеры. Так что вот так вот, видите, вот. О чем игра Star Wars? Она, короче, игра это немножечко такая... ну, как вам сказать, там совсем другая история, да, там есть там джедаи, там всякая фигня, вот это все есть, вот эти персонажи, вот эти пришельцы там с других планет и так далее, то есть антураж весь старваровский остался, то есть, да, но она была какая-то особенная, эта игра, что-то в ней было такое, знаете, что захватывало, это вот 2003 год,
Это когда было 17 лет назад, блин, ну вообще класс. Честно говоря, вы знаете, эта игра до сих пор как и будоражит умы очень многих разработчиков и очень многих компаний. Они до сих пор эту игру патчат, до сих пор там допиливают графику, до сих пор текстуры доделывают к этой игре, ну то есть улучшают там текстуры, звук там и так далее. То есть 2003 год, представляете? А сейчас 2020 год, 17 лет, и люди до сих пор помнят эту игру. Алло, народ, уважаемые компании типа EA, беседки и тому подобное, пожалуйста, делайте такие игры. Чё вы делаете какую-то фигню, блин? Вот честное слово, какую-то фигню делаете, лишь бы, короче, спилить бабла, блин. Да это ж ужас какой-то, блин. Штамповку сделали какую-то, ни души не вложили, ни денег, ничего, выпустили, сыграли на бренде, вот, народ как сумасшедший побежал, блин, и купил. Ну, естественно, вам хорошо, вы бабло свое получили, а народ в ауте. Ну, это отсылочка такая к Watch Dogs 3, блин. Вот, учитесь у BioWare делать качественные игры, блин, а не душите эту компанию. Пускай эта компания будет для вас иконной, блин. Так что вот так вот. Но это немножечко отступление такое небольшое было. Вы знаете, в Star Wars, знаете, что было? Вот я на то время не встречал ни в одной игре это. В Star Wars интересная фишка была. Ну, начнем с того, что Star Wars, она была изначально RPG-игра. То есть она RPG-шка, да. Вот, и если я не ошибаюсь, я, честно говоря, уже не помню. Там вроде бы бои, вот там на мечах, там с пистолетами, там стреляют, дерутся. Ну, короче, вот эта вся банальщина. Вот, она была пошаговая. Вот не помню, вроде бы была пошаговая. Ну, представляете, 17 лет прошло, я что, должен все помнить? Вот. И что там? Там у нас такая тема. Там ты играешь, RPG-игра, и уже в 2003 году там, допустим, ты общаешься с кем-то, принимаешь какие-то решения, да, и тебя перетягивает или на темную сторону силы, или на светлую сторону силы. То есть такой механизм уже у них тогда был внедрен в Star Wars. Ну, это вот, кстати, первая игра, вот, где они этот механизм прилепили. Вот, то есть ты или плохой становишься, или хороший. И, естественно, от этого всего зависит концовка игры. Ну вот, концовка. Хорошая будет концовка или плохая. Я помню, я, короче, играл когда в эту игру, там, короче, ну я как бы не в теме был, но играл как игралось, да, и в конечном итоге там, короче, какая-то фигня получилась в игре. Наш главный персонаж, вот, ну не мы, а, скажем так, второй по главности персонаж, короче, переходит на темную сторону силы и, короче, погибает. Это вообще, это грусть-печаль была. Я с этим персонажем, блин, всю игру прошел, ну, с персонажем второго плана, да, и мне просто жалко его было. Вот, и из-за этого мне пришлось заново проходить игру, чтобы этот персонаж живой остался. Да. Но, вы знаете, я, может быть, ошибаюсь, вот, потому что это очень давно было, но помню, там вот такая какая-то тема была. Так что, вот так вот, 2003 год. Xbox, Windows, macOS, iOS и Android. Все это платформы, на которых вышла эта игра. Ну, естественно, с определенным промежутком во времени. Вот. Так, это был у нас 2003 год. Давайте метнемся на 2005 год. То есть прошло 2 года. 2 года прошло, и BioWare выпустила очередную игру. К сожалению, эта игра не стала шедевром, вот, но она была немножко другая. Это совсем другая игра была. Вот, я так понимаю, они решили немножечко поэкспериментировать, потому что ту игру, которую они выпустили в 2005 году, ну вы знаете, она вообще не похожа на BioWare. Вот честно вам говорю, я покупал 2 диска, то есть игра шла на 2 дисках, на 2 обычных CD дисках, 650 мегабайт, вот. Вот, и когда я поставил эту игру, ну, я как бы играл уже в Neverwinter Nights, Star Wars, в МДК, в Baldur's Gate, я когда поставил игру, и я, честно говоря, не поверил, что эту игру сделала BioWare, ну, серьезно я вам говорю, вот, а эту игру действительно сделала BioWare, вот, и эта игра называется Jedi Empire. Вы знаете, игра такая, ну как сказать, спорная. Она вообще не похожа на продукты предыдущей BioWare. Во-первых, что там? Там, короче, игра драчка.
то есть типа кунг-фу. Ты там играешь за главного персонажа и там всех мочишь руками там и так далее. Ну, то есть драчка игра, там Mortal Kombat там или еще что-то там, или Street Fighter. Вот, все в таком духе. Вот, но она какая драчка? Если там Mortal Kombat ты на одном экране там мочишься со всеми, это нет. Ты там ходишь, что-то общаешься, разговариваешь. Она такая, знаете, кунг-фу с элементами РПГ. Вот такая вот игра. Но игра в своем роде тоже была хорошая. В том плане, то, что она такая была, там типа открытый мир был, злые дядьки, хорошие дядьки. Она была очень яркая. И немаловажно, по крайней мере для меня, она была не кровожадная. Боже мой. Я уже, короче, этот самый тут... У меня слов, хочется что-то такое, знаете, тяжелое сказать. Вот, но, блин, нельзя это все говорить, блин. Вот. Она, короче, была хорошая игра, действительно хорошая игра. И она была, еще раз скажу, не кровожадная. Она действительно не кровожадная была. Сейчас очень много засилия игр, вот этих вот кровожадных. Я не знаю, блин, к чему это все катится. Но зачем вы это делаете? Ну или, по крайней мере, делайте в настройках, в своих настройках игры, чтобы эту фигню можно было отключать. Почему вы это не делаете? Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Зачем вы это делаете? Ну делайте для всех людей. Что вы вот выпускаете игры под таким раскрученным брендом, а мало того, что они кровожадные, мало того, что сюжета нету в этой игре, и вообще игра тупая до безобразия, но зато бренд раскрученный, блин, и вы бабло на этом бренде стригете. Короче, блин, моему возмущению нет предела. Так, о чем я? 2005 год, Jedi Empire. Вот, Jedi Empire мне, ну как, относительно понравилось, относительно не понравилось. Потому что, поиграв вот в эти предыдущие игры, блин, ну это была совсем другая игра. Но вы знаете, кому-то наверняка она понравилась, а кому-то нет. То есть у меня такое было двоякое чувство туда-сюда. Так что вот так вот. Так, она, значит, вышла на разные тоже платформы. Вот, на Xbox, на Windows, на iOS и на Android. Так что вот так вот. Такая вот история с 96 по 2005 год. Вот, компании BioWare. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы продолжим с вами историю BioWare в следующих сериях.